Друзья, всем привет, с вами Алексей Костылев, и сегодня мы берем интервью у Миши Кейна. Миша, привет. Да, привет. И сразу перейдем к вопросам. Скажи, почему Кейн вообще? Как ты выбирал никнейм? Мне было тогда 14 лет. Я помню, я получил травму в футболе. Я очень увлекался футболом, про Counter-Strike совсем не знал. И вот получил травму, да, соответственно, хочется чем-то заняться, но такой альтернативы не было. И мой друг открыл компьютерный клуб. Первый компьютерный клуб на 4 компьютера. Там, соответственно, понятно, что мой друг, мы начали к нему ходить играть туда. И вот тогда я познакомился с игрой Counter-Strike 1.1 версия. Это было очень давно, 2001 год, если я не ошибаюсь. И понятно, что нужно было выбрать ник. Тогда я любил читать фэнтези. К сожалению, вот есть фильм «Соломон Кейн». Ник у меня Соломон Кейн был самый первый, потом его сократил до Кейн. Но честно вам скажу, ребят, книжка была гораздо лучше. То есть это не из этого фильма я взял, это уже фильм потом по книжке этой появился. Но фильм слабенький. Насколько я понял, с Counter-Strike ты знаком давно, с версией 1.1, правильно? Да. То есть 2001 год, сейчас 2017, и того 16 лет ты отдал Counter-Strike. Да, но не все 16 лет. Но были какие-то перерывы? Да, были перерывы, и был момент, когда я потерял мотивацию, устал. Это было в 2009 году, как раз где-то за год до большого успеха моих ребят, с которыми я играл в команде. Что за команда была? Наша команда была Virtus.pro в тот момент, она так называлась. И, кстати, самое тяжелое было для меня то, что мы шли по правильному пути, мы добивались результатов. Возможно, от нас ждали победы именно на мировой сцене, но мы уже тогда была команда MTV, Зоник, тренер сейчас Астралис, она была лучшей в мире. И вот мы с этой командой, которая лучшая в мире, мы сражались практически на равных, а они побеждали на мировых чемпионатах. Нам не хватало немножко, нам нужно было проделать еще чуть-чуть работы. И тут на ровном месте мы выступили хорошо, там что-то выиграли, где-то там взяли второе место, едем домой отдыхать, там вроде у нас все нормально, и тут появляется новость о том, что нас попросили из команды. Меня, Ваню и Даню. Тогда был кризис, когда доллар скакнул, причем во всем мире как бы кризис был общемировой, и они обосновали это тем, что спонсоры резко от них отвернулись, они просто не могут содержать сейчас команду, которая проживает не в Москве. Не знаю, насколько это правда было, но вот такое было обоснование. То есть после того, как вас кикнули втроем из команды, ты потерял мотивацию, насколько я понимаю, и сделал маленькую паузу, правильно? Нет, это не сразу произошло. Сначала мы попробовали своей тройкой добиться результатов, взяли игроков, но мы столкнулись, у нас были очень плохие условия игровые, то есть у нас те игроки, с которыми мы играли, у них как бы была разная мотивация, разные проблемы. То есть один игрок был, который был очень хороший, у него были проблемы с визой. Сейчас-то все проблемы решаются легко, а тогда просто у него были такие проблемы, что мы не могли даже поехать в Россию. То есть там, по-моему, Грузия с Россией, у них был военный конфликт, и, соответственно, грузинам туда был въезд практически запрещен. Вот. И мы пробовали. У нас, кстати, первый чемпионат Asus Cup. Вот был такой момент, мы должны были его выигрывать, нашей командой. Мы приехали, мы были уверены на 100%, что мы сейчас выиграем этот чемпионат. И тогда, кстати, что самое интересное, во многом мы проиграли из-за того, что Даня тильтанул. Даня Зевс, который капитан, который сейчас уже практически никогда не входит в тильт, тогда он как бы еще был легко этому подвержен. И вот он тильтанул во время игры, и он прям игру, в которой у нас было полностью выигрышно, он отдал противнику, мы не смогли собраться и не выиграли тут Asus Cup. А проблема заключалась в чем? В том, что зарплат не было, да, то есть и основной финансовый доход, но который мы имели, который нас подкреплял, это были, в принципе, эти турниры. То есть ты выигрываешь турнир, получаешь денег там, на ближайшие 3 месяца, чтобы у тебя были накарманные расходы, и спокойно как бы играешь, работаешь. И тут мы столкнулись с той ситуацией, что денег нет, работать надо. А в это время рядом в жизни куча разных удовольствий, куча всего. Ну, конечно, я поддался соблазну, посмотрел, что вот есть еще альтернативы, как бы можно так. И там жизнь гораздо слаще. То есть тут нужно как бы работать, и не покладая рук. А там просто ты можешь получать удовольствие. Я не спорю, что где-то
дал слабину. Скажи, я правильно понимаю? Просто наша комьюнити сейчас не понимает, о чем ты говоришь. Ты рассказываешь про покер, правильно? То есть ходили такие слухи, что ты ушел в большой покер профессиональный, играл в него, выигрывал и зарабатывал этим самым себе на жизнь. Да, это правда, но в тот момент я учился играть в покер. Я помню, был даже такой показательный момент, когда сижу я в покерном клубе, играю, и приходит ко мне Ваня и Даня, и говорят: Мишаня, ну что ты играешь, как бы пойдем, у нас тренировка, пойдем тренироваться, успокойся, мы сейчас как бы все будет нормально. Я говорю: ребята, я хочу здесь играть, я хочу играть, выигрывать. В покер, тогда еще в покере был золотой бум, сейчас все гораздо труднее. То есть тогда было можно немного работать и много, то есть относительно много, ну то есть относительно тех денег, которые мы имели в Counter-Strike, тогда можно было относительно много в покере получать. Потом со временем понятно, что в любой дисциплине, там, будь то покер, будь что угодно, там, любая работа, конкуренция растет, и работать тебе нужно все больше и больше. А какие самые масштабные турниры, которые ты выигрывал или в которых участвовал? Вообще выигрывал ты масштабные турниры? Ну, я выигрывал на PokerStars, всем известный сайт, я выиграл там много турниров, там, ну, больших таких прям, знаешь, грандиозных успехов не было, там, ну, просто я не называю, там, я выиграл турниры там 10 тысяч долларов, но это я не называю грандиозный успех в покере, потому что это все относительно. Но какая самая максимальная сумма, которую ты выигрывал и ложил себе обратно на счет? Ну, порядка 12 тысяч, но я хочу сказать, что вот, конечно, я ложил на счет себе, но деньги доставались так легко, жизнь тогда была такой беззаботной. Я помню, что я просто не задумывался про завтрашний день, я думал, что я буду побеждать всегда. Это был, кстати, я думаю, что в какой-то период времени, порядка 2010-2011 год, я мог зарабатывать хорошие деньги, как бы гораздо больше даже, чем то, что я зарабатывал. Но из-за того, что я к деньгам относился так, что да ладно, гудим, тратим, все, там, завтрашний день — это завтрашний день, а вот есть сегодняшний. Из-за этого мне нужно было скачок сделать на более высокие лимиты, а я прогуливал, транжирил, тратил деньги, как бы, и опять как бы играл там средние и низкие лимиты, на которых опять я выигрывал, ну, то есть, а там есть ограничения. Ну, то есть, чтобы выигрывать больше, нужно играть высокие лимиты. Для этого нужно не гулять, не транжирить, собраться, делать работу и, вот, видишь, гулял. Что хотел, то получил. Хотел гулять — гулял. Вернемся к Counter-Strike. Когда закончился для тебя покер и ты вернулся в кибердисциплину Counter-Strike, кем ты вернулся и в какую команду ты вернулся? Вообще, как это было? Ну, давай поэтапно я отвечу. Смотри, не буду, вот врать не буду, я не следил за Counter-Strike с 2000, вот как я забил, 2009 год. И до где-то, я видел, понятно, что результаты моих друзей, я за них радовался, что они побеждали, но так, чтобы следить, именно смотреть, такого не было, вплоть где-то до 2014 года. И вот 2014 год был, я помню, мы встречались еще с Даней и Ваней, тогда они еще не добились успехов с Нави, у них не было этих финалов, но они были чемпионами по версии игры 1.6. И они помнили мои заслуги, я помню, мы тогда встретились, у них не все было так хорошо. И, соответственно, они говорят: Мишань, вот мы думаем о том, что, может быть, ты сможешь быть там, помощником нашего тренера, еще что-то, у тебя много светлых идей. Я помню, мы собирались у Дани на квартире, он жил еще тогда на Салтовке, не переехал. И весело провели время. Я помню, мне кажется, что даже я некоторые идеи им подсказал тогда, которые они потом впоследствии использовали, даже вот тогда, когда мы посидели. Но там возникла такая ситуация, что Старикс дал жестко, там, забраковал как бы мою кандидатуру помощника тренера. Ему не хотелось никакой конкуренции, там, опасности. То есть ты хочешь сказать, что тебе показалось, что он не хотел впускать никого? Ну, правильно? не хотел рисковать, да, то есть как бы он понимал, что мы хорошие друзья, и чем это может ему грозить, да, то есть что потом, знаешь, у человека всегда есть амбиции, да, то есть ты там начинаешь, будешь помощником, захочешь быть тренером, рано или поздно. Ну, так всегда бывает. И понятно, что он решил этим оградиться, а потом у команды появились результаты, они попадали в финал, и, соответственно, уже, ну, о чем говорить, если у них все хорошо, да, то есть, соответственно, к ним в команду попасть я не мог. И вот во всей этой ситуации, где-то в конце 2015-го, да, я начал уже более активно интересоваться, начал смотреть игры, и я увидел такой момент, что я вижу то, что команды могут делать лучше, или я вижу тоже, как бы, что вот, ну,
я вижу, ну тут можно как бы легко обыгрывать их, как бы тут не То хватает. есть игру можно улучшить намного. Да, то есть у многих команд, Когда я увидел это, я подумал о том, что это все-таки Ты подумал, Counter-Strike не хватает Миши Кейна, друзья. ну, не хватает, да, не хватает меня, потому что все равно это была когда-то эта игра, я просто ее очень сильно любил. То есть это одна из моих первых любовей. И я ей посвятил очень много времени. Я смотрю, как бы, что игра все равно осталась моей. Да, она изменилась, появилось много всего нового, но это не значит, что это стала не моя игра. Это все равно моя игра, в которой мне нужно что-то адаптировать, но те знания, которые есть у меня, они все равно актуальны. И мне нужно было попробовать себя каким-то образом, получить действительно реальный опыт. Я начал размышлять, какие команды могут дать мне такой опыт. Я увидел, что есть команда Flipside, которая... Там понятно, что Андрюха Блейд, он выполняет и тренерскую, и капитанскую, там, и вообще и организаторскую должность, он все совмещает. Но тренера у них нет, а подсказка со стороны всегда виднее, да, то есть и такой человек и может пригодиться. Я написал Андрюхе, и, соответственно, он был не против, потому что он знал меня тоже с хорошей стороны. И вот первый опыт свой я получал в команде Flipside. Пусть это был неполноценный как бы тренерский опыт, потому что моих знаний не хватало именно на 100%, чтобы уже прямо обучать команду, но такой тестовый период и много знаний я получил именно оттуда. После команды Flipside, куда ты попал дальше, как развивалась твоя карьера? После команды Flipside произошло там, всем известное событие зданий. Оно было, честно говоря, для меня немного удивительным, потому что вроде как все было так хорошо. Я видел, знаете, как со стороны я видел проблемы в их команде в игровом плане. То есть я смотрел, я видел, что ну тут как бы есть проблемы. Но то, что у них есть проблемы еще внутреннего там, какого-то характера, я этого не видел. И тут происходит такая ситуация, что Даню выгоняют из команды. Соответственно, он мне, по-моему, практически как только это произошло, он мне сразу позвонил, говорит так и так. Говорит, все, будем что-то думать вместе, там, независимо ни от чего. И там, будет ли это какая-то другая команда, куда мы вместе пойдем, или будет ли это там своя собственная команда. Мы изначально думали, у нас не было предложения от Gambit, мы собирались свою команду собирать. Я помню, мы просматривали игроков, думали, что, как бы. То есть это был самый первый этап. Но потом появилось предложение от Gambit, у которых, которые тоже хотели добиваться лучших результатов. Они хотели изменить, там у них было 2 игрока, которых они считали, что можно изменить на более сильных, там, на своих ролях. То есть им нужен был капитан Хуч. Они считали, что Хуч не вырастет выше того уровня, который он есть. Он им нравился, но они считали, ну нужно быть сильнее. И игрок, стрелок, то есть, соответственно, вот они... Соответственно, тренера они тоже кикнули. Ну, тренера они легко кикают, это не проблема как для них, оказалось, да? И вот мы пришли тогда вместе с Даней, Хоббитом, и костяк команды остался. Вот это было первое знакомство, так позвали в Gambit. Возвращаясь к команде Gambit, совершенно недавно я читал интервью организации Gambit, где они сказали, что решение кикнуть Мишу Кейна принялось еще до PGL Major Краков. Я, насколько понимаю, возвращаясь к тому, что мы обсуждали, тот перерыв, который был у тебя, и ты выпал из Counter-Strike, и все игроки в мире перешли на новую версию Global Offensive, для тебя реально был сложным, и они это заметили, правильно я понимаю? Ну, я могу сказать вот свою точку зрения, да, то есть ты приходишь в команду, где все игроки уже очень скилловые, они играют в Counter-Strike, но так, как я, наверное, никогда уже не буду играть. Они много знают всяких фишек, много мелочей, у них есть как минимум игровой опыт, там, многолетний, которого как бы у тебя нет, ты его получаешь вот во время процесса. И они сразу болезненно отнеслись к тому, что их будет тренировать человек, который как бы этого опыта не имеет, у которого, ну то есть есть много моментов, которых он не знает, но, скажем так, понятно, мне нужно было время, чтобы познакомиться, но я видел, да, адаптироваться, но я видел, что у меня есть те вещи, я вижу, которые, допустим, не видят они, я вижу то, над чем команде стоит работать, над чем стоит улучшаться. Там, знаешь, поднялась тема насчет гранат. Насчет того, что Да, не знает человек, как кидать гранаты. Ребята, Даня говорил в своем интервью, что Миша не то, что не знает, он не знает траекторию гранат уже в новой обновленной версии Counter-Strike. Вот так вот будет правильнее сказать. Да, смотрите, я просто
скажем так, откуда-то опыт берется, да, я вижу ситуацию примерно следующей. Вот здесь лежит граната, человек оттуда-то ее кинул, соответственно, ее кинуть можно. Так как я в КС не играю, как именно я ее буду кидать левой кнопкой, правой, двумя кнопками или откуда-то, то есть и под что я буду измерять ее, понятно, что я этого не знаю. Но я знаю, что ты можешь взять демку, это, кстати, вот общая доступная информация, берешь демку, где человек кидал эту гранату. Видишь, как он ее примерял, потом делаешь точно так же, измеряешь, как бы тестируешь, раза 3-4 кинул, бац, все, ты уже можешь кинуть эту гранату. И, соответственно, да, я не умел кидать их самостоятельно, но показать, что, то есть, чего я хочу, что мне нужно, как найти эту гранату, то есть, как бы, в пример, ну, как бы, я мог это сделать. Игроки, конечно, хотели, чтобы я именно там заходил, говорил, а вот так вот измерил я, и вот так вот ее надо кинуть. Но мне хватало работы другой, которую я выполнял, и она была не менее важной, чем вот учиться кидать гранаты и их вымерять, потому что тоже, смотрите, ситуация была следующая. Я пришел в команду, столкнулся там с тем, что игроки, как бы, агрессивно восприняли то, что я там не умею делать многие вещи. Но, смотрите, я мог бы учиться делать все эти вещи, тратить на это время. Но я понимал, что даже когда я научусь, это не значит, что я сделаю игроков лучше и научу их делать это лучше, потому что они так это уже все умеют. Я искал те моменты, в которых я могу научить игроков быть лучше, как я могу их сделать лучше. То есть, если я научусь кидать гранаты, но они умели кидать гранаты, то есть я ничего нового им не покажу. Именно эту гранату, но я сэкономлю там 30 секунд времени, которые они могут потратить самостоятельно. Вот примерно так. То есть изначально, когда ты пришел в Гамбит, ты уже понимал, что атмосфера накаляется и оставлять тебя не собираются. Кто первый, кто высказал тебе свое фе, скажем так, и сказал, что Миша, прости, но мне кажется, что ты не подходишь на роль тренера? Была такая ситуация, просто мы работали с командой где-то 2 недели, потом поехали на турнир в Германию, то есть у нас была Франция, потом Германия. 2 турнира, ESVC и Acer Predator Masters. И вот на Acer как бы уже мне четко как бы заявил, ну так если взять уже там по личностям Дося, он сказал, что ты очень слабый тренер, как бы я не знаю даже честно, как мы будем с тобой работать. У нас был тренер, который был не хуже тебя, и ну, что-то в этом формате. И я могу сказать, что вот эта ситуация по поводу того, что я слабый тренер, она у нас продолжалась на протяжении как бы определенного периода времени. То есть я не спорю, то, что меня кикнули, это не новость была для меня, то, что такое могло произойти. То, что меня могли кикнуть, это не новость. Новость это то, что меня кикнули после мажора. Потому что после мажора, честно говоря, что тебя кикнут, вообще, знаете, никаких подозрений даже быть не могло. То, что они решили кикнуть меня еще до мажора, за месяц до мажора, у меня лично такой информации не было. У Дани такой информации не было. Может быть, они что-то решили, ну, где-то там между собой. Но я считаю... Я прочитал в интервью, в их официальном интервью. Ну, вот я говорю, что у меня и у Дани такой информации не было. То есть, соответственно, если она у кого-то была, то только не у нас. Это момент номер 1. Момент номер 2, он заключался в том, что, скажем так, была такая ситуация, вот когда у игроков, у нас происходили трения относительно Counter-Strike. Вот я не могу сказать, что у нас были какие-то большие, у нас не было личностных проблем. Знаешь, там ты то, ты сё. Такого не было. У нас были трения во время игры, и для игроков даже им было трудно принять ту мысль о том, что ну как человек может учить как бы без опыта нас, да, и когда у нас возникали споры, я еще как бы не хотел уступать в своем споре, потому что вот я с удовольствием был рад, чтобы меня переубедили, что я ошибаюсь, потому что каждый мой спор, он был направлен на то, чтобы в команде было все хорошо, все было лучше. Если вы меня переубедили, я ж не против как бы согласиться. Это не потому, что я такой упертый человек там и там гну свою линию. У нас одна общая цель, чтобы мы побеждали. Часто там ссылались на мою некомпетентность, и в какой-то момент, вот есть один момент, над которым мне стоит работать. Я не могу сказать, что я справился с этим в Гамбит, надеюсь, что у меня получится справиться с Нави. У меня были проблемы в том, чтобы доносить свои мысли до игроков. Я не всегда их качественно подавал, эту информацию. Поэтому часто я прибегал к помощи своего друга Дани, потому что он, там, знаешь, там, я сказал ему абракадабра. Он такой, прикольно, вот тут все понял, все хорошо. Когда я игрокам говорил примерно то же самое, то у них, знаешь, ты можешь по-разному просто изначально воспринять эту информацию. Ты можешь ее как бы принять с положительной точки зрения и постараться увидеть смысл, какие-то вещи, то есть извлечь пользу. А можешь как бы придраться сразу к чему-то и там сказать, блин, что ты несешь?
И вот у нас как бы просто с самого начала сложилась та ситуация, что игроки стали так через силу меня принимать. То есть они принимали меня с позиции того, что да, я им сказал, так правильно, ребят, вы принимаете как бы этого человека, потому что я знаю, что это правильно 100%. Вот они принимали меня через силу. Но и вот есть такой еще маленький нюанс, мы были предоставлены себе, как команда, то есть и было там вшестером. К сожалению, у нас произошли проблемы с нашим первым менеджером Наташей, там, потом у нас появился второй наш менеджер Кеша, не буду скрывать, у нас произошел один конфликт в Америке, который его чуть отдалил от команды. Если до этого он был близко с командой, он пытался внести частичку своего «я», то после этого конфликта А он... что произошло? Вот всем будет интересно, что же произошло с Кешей? С Кешей. Ну, пусть это останется тайной. Я честно скажу, что этот конфликт, он себя исчерпал со временем, да, то есть как бы мы нашли выход из этого положения, тогда он был довольно-таки острый, этот конфликт. И сейчас по отношению к Кеше претензий как бы ни у кого нету, там, ни у тех людей, у кого был этот конфликт, я думаю, ни у самого Кеши. Но именно тогда, в тот момент, да, то есть как бы коммуникации с командой, то есть у него даже не было такой задачи, допустим, в том, чтобы дать нам нужную мораль, да, там, как будто там, чтобы мы побеждали. Но у него была задача быть близко с коллективом и следить за всеми процессами, которые происходят в коллективе. А из-за того, что получилось так, что его отдалил этот конфликт, мы остались в коллективе, в котором, ну, соответственно, мнение делилось. Даня все продвигал как бы свое мнение о том, что, ребят, так правильно, я вижу, как мы работаем, мы достигаем успеха. Ребята все как бы со своим мнением как бы отдалялись. И получилось так, что вот у нас 4 человека отдалилось в одну сторону, мы в другую. И потом уже и нету высшей субстанции, которая там нас рассудит или еще что-то, будет принимать там решения. То есть для них одна правда, для других другая правда. Вот и все. А ну, судьи нет, соответственно, и поэтому, я думаю, такое решение и было принято в какой-то момент. При том, что это решение было принято, я уверен, что оно было принято спонтанно. Ну, как уверен. Может быть, они и решили кикнуть меня за месяц, потому что именно на последнем буткемпе я видел, что они особо остро меня воспринимали. Ну, то есть я все равно, ну ладно, могу привести пример. То есть пример примерно следующий. Да, привожу пример, как вот остро меня воспринимали. То есть говорю ребятам, давайте соберемся, пообщаемся. Собираемся, общаемся. Я говорю, ребят, так и так. Как бы, я говорю, у нас есть проблемы. Я не сомневаюсь, я знаю потенциал нашей команды. Я знаю, что у нас есть два варианта. Либо мы сделаем как нужно, как будет правильно, и мы можем выиграть у любой команды. Либо мы можем как бы отнестись к этому безалаберно. Вот смотрите, вот первый момент, с чего я предлагаю начать, вот давайте сделаем вот это вот. На что я получаю бурную, агрессивную реакцию в свою сторону. Мы, скажем так, идем, уже, знаешь, так, не развиваем эту ситуацию, занимаемся своими делами, уходим куда-то, буцаем мяч, приходим, видим, что ребята вчетвером сидят и делают то, что там я их попросил, как бы я говорю, там, вот это правильно, они делают это самостоятельно, но вместе они почему-то это не захотели делать. Сначала они как бы там меня, то есть, облаяли, а потом как бы сами решили. Ну, то есть, это то есть, не пример того, что они прям какие-то плохие, нет, это пример того, что была запущена ситуация, да, то есть у нас... То есть механизм ты запустил и видел результат, то, что ты хотел донести, они все-таки услышали тебя, но не хотят признавать этого. Смотри, у нас была проблема изначально, которая была пару-тройку месяцев, там, ну, с самого начала стартовала, и она развивалась, и мы ее не решали. Вот именно проблема коммуникации совместной. И она как снежный ком накрутилась до такой степени, что потом уже, то есть я мог им сказать 100% правду, да, то есть там, ну, это будет истина, это будет правильно. И это не воспримется. Но на самом деле был в этом и плюс. У нас часто были споры, я считаю, что споры это во благо. Потому что если не будет споров, ты можешь идти по ошибочному пути и совершать ошибки, как бы, и даже не подозревать. Ты думаешь, как бы, ну я все делаю правильно. Когда вы спорите, вы находите правильное решение. Друзья, я надеюсь, Миша пролил вам свет на всю ситуацию вокруг Gambit, которая сейчас происходила. Эту тему можно закрыть и отправить ее в архив. Так что у нас офф-топ, а сейчас мы поговорим про Нави. Расскажи, как тебя приняли ребята, как тебе вообще дом, как атмосфера, твои первые ощущения? Дом нравится, ребята приняли радушно.
Атмосфера абсолютно рабочая, все ребята заряжены на то, чтобы добиваться успеха. Честно, когда приходишь в команду, которая на протяжении долгого периода времени получала плохие результаты, я думал увидеть какую-то здесь более, знаешь, такую более тусклую ситуацию, когда там все поникшие или еще что-то, или там уставшие психологически. Но вот отдых пошел, я думаю, на пользу, все перезарядились. Наверное, и изменения в команде, они напрашивались. Знаете, когда все равно там изменения дают свежую волну, всплеск, веру в то, что все получится. Ну а мы со своей стороны, я думаю, постараемся не подвести уже. Скажи, а с кем из игроков ты был знаком до буткемпа? Насколько я знаю, ты играл с Ваней Эдвардом, ты говорил ранее, правильно? С кем ты еще был знаком так хорошо? Ну, я играл с Ваней Эдвардом, да, на протяжении, кстати, с ним я играю, наверное, практически больше всех остальных, больше, чем любые другие здесь люди. Это 6 лет вместе мы играли, сейчас будем вот вместе работать. А также на чемпионатах мы вместе нормально общались и с Егором, и с Денисом. Меньше с Саней, но как бы с Саней тоже были знакомы. Но лучше всех, конечно, с Ваней. Как бы ты охарактеризовал каждого игрока одним словом или предложением? Начнем с Вани Эдварда. Ты его давно знаешь? Ваню Эдварда одним словом или предложением? Тяжело. Ладно. Ваня Эдвард — это вот любовь к игре, к своей игре. У каждого человека, там вот у нас Counter-Strike, у кого-то там Dota, у кого-то вообще, то есть там что угодно. Что угодно, да, у кого-то работа, это будет тоже игрой, как бы у каждого есть любовь. Вот Ваня проносит к игре свою любовь уже на протяжении многих лет. Как бы сильнее, чем он, я не видел там человека, который любил бы эту игру. То есть там есть такие люди, там, допустим, как я люблю эту игру, но в этой игре мне нравится там больше всего там моменты там победы, там моменты еще чего-то, да, то есть, а он любит там ее во всех проявлениях, там работа, просто отдых вместе с этой игрой, как бы, то есть, ну это Ваня, это любовь к игре, фанат этой игры, вот фанат номер один. Флейми. С Флейми труднее, я не так хорошо его знаю. Ну, первые впечатления. Вот вы уже второй день на буткемпе. Флейм — это человек, который просто вот его нет. То есть, знаете, вот хорошо, когда не видно, как человек работает. Ну, там, как это сказать, не по-другому. Не так, что не видно, как человек работает, а вот то, что он тихо выполняет свою работу. Вот тишина, тут к нему прибегает трое, все, выполнил, сделал. То есть, это, знаешь, как это человек момента, человек нужного момента. Сизд. Вообще, что ты думаешь о Сизде? Вот человеку выпал сейчас второй шанс. Все это прекрасно знают и отдают этому отчет. Он не справился с капитанством, так бывает. Сейчас у него есть второй шанс. Сможет ли он свою игру поднять снова на тот уровень, который был до того, как он стал капитаном? Как ты считаешь? Я думаю, что ему выпал лучший из возможных шансов. Лучший шанс в жизни, друзья. Такой шанс выпадает не Да, раз. потому что то, что он был капитаном команды на протяжении целого года, это дало ему большой буст по пониманию игры, по пониманию всего того, что он происходит, да. Он может помогать команде. Ну а теперь, понимая вот все то понимание, которое у него есть, да, он должен использовать таким образом, чтобы это помогло ему свою игру вывести на новый уровень, чтобы он мог дать команде необходимый результат, чтобы он те роли, которые он выполнял, чтобы он выполнял их еще лучше, да, то есть вот сейчас, концентрируясь на своей игре и понимая все, что он понимает, я думаю, что человек должен справиться. Ну а как мы его характеризуем одним словом? Рефрешер, я не знаю, или как? Друзья, как бы вы характеризовали Сизда одним словом? Пишите в комментариях, только, пожалуйста, ведите себя хорошо, я вас прошу. Я бы охарактеризовал это болезненный опыт, который должен трансформироваться в что-то очень положительное. Потому что опыта такого бесполезного не бывает. Он бывает просто разный. Бывает, ты можешь получить опыт там, и в это время еще, чтобы у тебя все было хорошо. А бывает болезненный. И вот этот болезненный опыт сейчас должен ему помочь. Хорошо, Simple. Simple, ну это просто, просто и просто. У нас раньше команда называлась Просто. Вот и сейчас
Саня просто, потому что для него те вещи, для которых сложные, да, для других людей, для него это все просто. То есть он сам себя так и назвал. И остался у нас Зевс, ты его давно знаешь. Я думаю, что здесь тебе не составит труда подобрать правильные слова. Но Зевс бог грома и молнии, да, правильно так? Правильно. И вот это как раз так оно и есть, как бы он, когда нужно, он сможет метать гром и молнию, успокаивать команду, а в другие моменты он просто показывает силу, волю, как бы, и ведет команду за собой. Будешь ли ты менять свой тренерский подход? Ведь с одной стороны команда, с которой ты выиграл чемпионат мира, кикнула тебя, а с другой стороны она все-таки выиграла этот чемпионат мира. Скажем так, мне нужно поменять кое-что в этом тренерском подходе, да, то есть мне не нужно менять все, потому что путь был правильный, скажем так, но я увидел, что коммуникация в команде у нас была неправильная. Увидел то, что моя подача себя людям была неправильной, то есть, соответственно, мне есть что менять, но тут смотря что брать, как бы брать именно саму игру или брать как бы там психологическое, да, то есть какое-то общение в команде. Но психологическое общение, я как понял, ты будешь работать над этим, и ты уже не один раз это сказал, будешь развиваться, правильно? Мне нужно, каждому человеку нужно развиваться. На самом деле это хороший опыт, да, то есть там ребята дали толчок мне гамбита, то есть они мне все время говорили, ты должен развиваться в этом направлении. Я думал, мы побеждаем, я, значит, делаю все правильно. И тут они уже думают, такие, так, давай мы уже тебя выгоним, что ты понял, что тебе нужно развиваться. Я понял, все, хорошо, мне нужно развиваться. Хорошо, в самой игре будут ли какие-то новые подходы? Или все-таки сейчас то, с чем ты пришел в гамбит, ты продолжишь уже в Натус Винцера? Вы поймите, что гамбит, да, то есть идея примерно следующая. Делать то, что нужно для победы, да, то есть, соответственно, это не важно, там, какие-то наработки из гамбит, что-то там, что было у вас, что-то там, ну, вообще, какие тенденции Counter-Strike меняются, то есть, нам необходимо играть так, как требует того победа вот на конкретном данном турнире, вот и все. Скажи, по поводу карт, все ли карты будет играть команда, и будут ли ребята играть кэш? Если бы мы имели времени больше, чем сейчас, мы имеем просто 2 недели, то есть не 2 недели, 12 дней осталось, и потом едем на 3 турнира. Если было больше времени, мы бы стали играть кэш уже сейчас. Кэш, я люблю кэш, Даня полюбил кэш, Симпл любит кэш, как бы и ребята, в принципе, все хорошо к кэшу относятся. Но за 12 дней ты не можешь готовить ту карту, которую ты приедешь на турнире, и ты думаешь, зачем я ее готовил, я боюсь ее играть с любой командой. То есть если ты готовишь карту, то ты должен понять, как ты ее будешь использовать. Мы сейчас ее использовать не можем. Соответственно, на этих 3 турнирах вы не увидите от нас кэш. А впоследствии, понятно, как только мы получим время, мы сразу будем готовить кэш. У вас уже были праки за эти дни? Был один день, были сыграны праки. Я думал, что будет все гораздо хуже, чем было, потому что все после отдыха, так тяжело входишь в игру, как бы многое не получается, но результаты как бы на праках превзошли мои ожидания. Но другое дело, что вы сами понимаете, что праки не отображают реальности. Там, на праках вам нужно что-то тренировать, а уже показателем будет чемпионат. То, что мы выиграем сейчас у всех праки, у всех команд, ну, это не даст нам кубок. И потом зрители скажут, а что вы на чемпионате проиграли? Мы скажем, да у нас кубок по пракам. Как бы, то есть, пока все хорошо идет. И праки складываются удачно, успешно. Скажи, во время праков ты давал вообще колы команде? Уверенные такие? Скажем так, я больше присматриваюсь к команде сейчас. То есть колов было немного, но они были, как бы, да. Я могу сказать, что и во время праков, как бы, то есть не будем сравнивать, во время праков с гамбит я тоже давал колы, и люди к ним прислушивались. То есть не надо говорить, то есть проблемы с колами ее не было. То есть я могу сказать по-другому, как бы у нас была острая ситуация в гамбит, если я давал кол, он оказался неправильным, люди сразу остро на это реагировали. Посмотрим, как будет здесь, но это время покажет, как бы. Но все ошибаются. Были моменты, когда ребята не слушались? Вот скажи откровенно. Нет, это наоборот, таких моментов абсолютно не было. И я скажу так, что по пракам вот я был удивлен тем, что уровнем
уровнем общения во время игры, потому что у нас, допустим, в команде мы такой уровень поддерживаем исключительно на чемпионатах. То есть, ну, где-то там ты даешь себе психологически передохнуть. Мне будет интересно еще посмотреть, будет ли команда поддерживать такой уровень на протяжении 13 дней, потому что вчера, ну, просто не замолкает. То есть информация идет. Там где-то уже ты думаешь, где-то ее нужно подфильтровать, где-то ее нужно поменьше сделать, просто ее так много, как бы. Скажи, а сколько времени вы будете уделять тренировкам вот каждый день? Какой у вас распорядок дня вообще? Тренировкам каждый день, я скажу по игрокам. Игроки будут уделять тренировкам порядка 11 часов в день. То есть это 11 часов в день с учетом того, что у нас еще 3 часа выделено на то, чтобы покушать. То есть вот 14 часов, 8 часов добавим, чтобы еще поспать, но там 2 часа у нас сейчас свободного времени остается. А как вообще проходит день? Вы встаете, идете на зарядку, вместе кушаете, не вместе, кто встает раньше, кто позже. Ты вообще во сколько просыпаешься? Я просыпаюсь рано, но последние пару дней не высыпался, поэтому сегодня встал где-то в 10. Вообще у команды подъем, у меня должен быть подъем раньше, у команды где-то подъем в 11. В 11 подъем, мы идем делать зарядку, завтракать, ну и потом уже тактические тренировки, потом уже праки, да, тимтолк, праки, как бы дальше там индивидуальные тренировки, да, все поехало, пошло-поехало. Сейчас ты изучаешь дальше Counter-Strike? Я никогда не прекращал его изучать с того момента, как вернулся, но вот именно сейчас, в ближайшее время, я хочу посвятить тому, чтобы изучить свою команду. Ты должен для того, чтобы достигать результатов во время игры с противниками, ты должен максимально знать хорошо свою команду и понимать, что она может сделать, как бы, что она не может, какие проблемы могут возникнуть во время игры с оппонентами. Для этого ты должен знать свою команду идеально. Вот, то есть понятно, что это новая команда, новое знакомство, мы прививаем и новые тактики, как бы, да, то есть там и сами знакомимся там со стратегиями, которые были. Но главное, как бы, понять все-таки, как бы, потенциал, а после этого, как бы, понять, что, над чем нужно работать. То, над чем, ну, то есть вообще есть много уже аспектов, которые я вижу, которые нужно исправить. Но опять же, есть моменты, которые срочные, есть моменты, которые быстро ты не исправишь. Поэтому сейчас у нас близится 3 турнира, мы работаем над тем, что мы можем там быстро дать, да, то есть как бы как-то так. Как мы уже говорили, 12 дней буткемпа, 3 турнира впереди. Цели и твои ожидания? Скажем так, перед собой мы хотим ставить задачу минимум, это выход из группы, будь то там DreamHack выход из группы, Е-лига выход из группы. Е-лига для нас особенно острый турнир, как бы, потому что мы понимаем, что плей-офф будет происходить позже, мы успеем впоследствии набрать форму и быть готовы еще лучше и претендовать на победу на этом турнире. То есть Е-лигу мы хотим выиграть, для того, чтобы выиграть, надо выйти из группы. То есть вот из этих всех 3 турниров, я думаю, что важнее всего выйти из группы на Е-лиге. На DreamHack Malmö я надеюсь, что мы сможем сохранить положительную боевую атмосферу в команде, и я рассчитываю на то, что мы сможем выстрелить там. Взять первое место? Выстрелить, да, то есть как бы на турнире ESL Нью-Йорк нам уже это будет самый тяжелый для нас турнир, потому что команды познакомятся с тем, как мы играем, да, то есть и там нам будет трудно их чем-то удивить. А есть команды, которые, по крайней мере, знаете, там те же самые СК, Астралис, они просто уже на протяжении долгого периода вместе, они долго оттачивают свою игру. Понятно, что если ты их не можешь удивить, то тебе у них трудно выиграть. Поэтому, то есть тот турнир уже как бы больше экспериментальный будет, но основная цель – это увидеть как положительные, так и отрицательные моменты, понять, потому что вот находишься сейчас рядом с командой и пока не понимаешь, как бы, почему же люди не добивались успеха. То есть увидеть, если будут какие-то проблемы, которые будут мешать нам добиться успеха, как бы мы их увидим, мы поймем все и в дальнейшем как бы просто исправим это. Просто мы только начинаем работать, за столь короткий период времени требовать от нас столько побед нельзя, но нужно сделать так, чтобы мы максимально положительно использовали эти турниры. То есть я правильно понимаю, не стоит питать иллюзий,
но мы будем очень сильно стараться, и вы сами оцените эту игру. Конечно, мы все хотим побеждать, мы сами ставим перед собой цель только победа, как бы мы очень расстроимся, я уверен, что мы расстроимся очень сильно, если где-то нас постигнут неудачи, но главное не только там расстроиться или еще что-то там, все пропало, нет, главное это то, что мы увидим, что же у нас хорошо, что плохо. То есть эти турниры, они должны дать нам ответ на тему того, какую работу нам нужно будет делать в дальнейшем. Ну и подводя итоги нашего интервью, пару слов нашему комьюнити. Комьюнити. Я помню, я смотрел интервью, когда ты спрашивал у Сизда или там у Вани, там, читают ли люди мнение, да, которые пишут в комментариях. И к вам у меня есть одно обращение. Пожалуйста, вот я не знаю, это мода пошла такая или как, но людям не стыдно писать с матами. Мне лично когда-то, когда я был в вашем возрасте, мне было стыдно. Мне до сих пор сейчас стыдно. И те комментарии, которые там с положительной критикой, читать их и воспринимать, когда вы используете нецензурную лексику, как бы их никто не будет. Вот я читаю, как бы, да, то есть что-то спускаю, то есть как бы что-то там тоже читаю и с нецензурной лексикой, но чаще всего забиваю. Ну, и могу сказать, что неприятно, как бы, ребят, стыдно за вас, за тех, кто использует нецензурную лексику. А комментарии лично я читаю. Друзья, мы обязательно с Мишей вместе почитаем все комментарии под этим видео. И те, кто будут использовать нецензурную лексику, будут наказаны. Я вам обещаю. Миша лично будет писать вашим мамам. На самом деле, с вами был Алексей Костылев, Миша Кейн. Спасибо всем, кто был с нами. Оставайтесь на нашем канале, нажимайте колокольчик, оставляйте свои комментарии под видео. Скоро увидимся.